Вот, как этот, значит, плуг подготовить к работе. Ну, собственно, подготавливать здесь нечего, кроме двух нюансов. Одного даже. Здесь все понятно, ничего трогать не надо. Кроме одного. Эти плуги из магазина приходят совершенно тупыми, как валенки. Поэтому плуг надо подтачивать. Подтачивать до величины, чтобы кромка вот эта вот была 1 миллиметр. Вот. И точатся они с этой стороны. Вот не с этой, а с этой. Вот почему с этой. Мы потом разберем это дело на бумажечке, чтобы было понятно, что с этой стороны. Ну и в принципе все. Вся подготовка заключается к заточке, подтяжке вот этих вот болтов, чтобы оно ничего не болталось. Вот здесь, как видно, вот лемех выступает над отвалом, должен быть вровень. Это китайский юмор такой. Это все надо, конечно, было бы вывести, потому что все это влияет на сопротивление плуга. Ну ничего страшного. Вот тоже щель большая. Тоже это вроде как надо вывести. Но я так пишу. Вот. И надо обратить внимание, чтобы вот эти все болты были тоже затянуты хорошо. Потому что у меня вот этот отвал в процессе работы откручивался. Вот. И надо еще обратить внимание вот на носок лемеха. Потому что это у плуга самая нагруженная часть, чтобы он не был согнутым, зализанным, куда ни попадя, и в более-менее нормальном состоянии. Вот он у меня уже даже закруглился в процессе работы, сточился об землю. Вот. Был ровненький когда-то, сейчас уже сточен. Носок — это самая нагруженная часть плуга. Вот. Ну, люди, бывает, с этой стороны наплавляют твердосуд, значит, твердыми сплавами, с армайтами, там еще сейчас какие-то новые есть. Вот, по этой стороне. Тогда он получается самозаточный. Ну, у меня не наплавлено. Так. И лемех. Лемех некоторые полируют, некоторые нет. По технологии он должен быть, конечно, отполированный. Тогда к нему не налипает земля. Потому что если он вот такой краски, к нему налипает земля. Но я свой не полировал. У меня это сделала земля. И сделано это за 5 соток. Так что, в принципе, если кому хочется позаниматься плугами, может взять щеточку по металлу, все это дело, красочку содрать, пополировать. А кто не хочет этим заниматься, может не заниматься, потому что земля свое дело сделает. Она все отполирует. Ну, а у кого есть песок близко, может загнать этот плуг в песок, протянуть по песку минут 10. И песок тоже все это отшлифует. Лучше, чем земля даже. Вот еще видел когда-то люди таскали взрослый тракторный плуг по грампели. Но это, по-моему, уже очень жестоко. Вот. Ну и в принципе к этому вся подготовка плуга к работе заканчивается. Проверили затяжку болтов, полевой доски, проверили износ, и в принципе все. Вот эта вот кромочка, вот, которая отрывает траву от поля, она в принципе должна быть закругленная. Вот, ну, в процессе работы она тоже сама закругляется. И особо здесь внимания обращать не на что. В общем, вот так. Вся подготовка плуга к работе заключается в том, чтобы наточить и отполировать. И проверить затяжку. На этом, в принципе,
больше не на что смотреть. Вот так вот. Так, ну и еще один нюанс. Вот эти гаечки перед началом работы, если плуг у вас новый, лучше вывести резьбами вот аж сюда, на самый край. Это у кого старая коробка, как у меня, старого образца. Вот. У кого нового образца, там этой проблемы нет, а у нас есть, что эти гайки попадают там вот на эти гайки, на болты, и начинают по ним елозить. И вот у меня резьбы уже позабивало, и они там, в общем, не очень плотно держатся, иногда соскакивают. Поэтому вот эти гайки лучше вывести на самый конец. У меня вот они там на 3-4 витка завернуты вовнутрь. И это я сделал неправильно, а теперь они у меня, скажем так, позабивались уже эти резьбы, и вывести их уже нельзя. Вот. Лучше их вывести на самый, вот аж сюда, вот так, чтобы они были закручены на самый конец. А еще лучше вместо этих гаек наварить какие-то кругляшки, побольше этих гаечек немножко, потому что гаечки эти не выполняют тех функций, которые они должны выполнять. Так, ну и почему лемех надо точить с лица, а не с тыла? Можно, конечно, и с тыла, но лучше с лица. И принято точить с лица. То есть это лицо, это где он будет подрезать пласт земли. Вот так вот. Пласт земли он будет подрезать, и пласт будет уходить туда. А это, соответственно, уже будет борозда. Вот. Изначально китайский плуг, он имеет вот такую кромку. То, что он к нам приходит. Тогда он имеет вот, значит, такую кромку и режет землю. Земля заходит в этот клинышек, вот, и начинает лемех поднимать. То есть выпирать начинает его. Чтобы этого не было, лемех затачивает. Ну, где-то, по-моему, на 23 градуса. 23-25, по-моему, там. Где-то так. С лицевой стороны. И вот эта вот кромка, вот не заточенная, если взять вот за округление, но должно быть 1 миллиметр. Потому что под лезвие смысла затачивать нет. Потому что земля все равно его сточит. И чем тоньше лезвие здесь, тем оно быстрее затупится. И все равно будет 1 мм. То есть больше 1 мм затачивать смысла нет. Оно должно быть полукруглое, такое, шириной 1 мм. Стачивает здесь. То есть стачивает вот столько металла. Вот. Если мы будем точить с тыльной стороны, вот, здесь у нас угол атаки 25-27 градусов. Значит, соврал я, не здесь, вот здесь, вот так, 25-27 градусов. 27 градусов. Здесь 25-27 градусов. И если мы будем точить с тыльной стороны, то нам еще над землей, чтобы он не тер по затылку, по земле, вот этим затылком, надо оставить, стереть, вернее, еще 1 градус или 2 градуса. То есть нам надо будет уже сточить вот столько металла. Вот. И опять же эту кромку надо оставить 1 миллиметр. То есть если мы на все это дело посмотрим, то получается, что при такой заточке металла надо сточить меньше, а при такой больше. И толщина лезвия здесь больше, чем толщина этого лезвия при этой заточке. Остаточное тело лезвия больше, здесь меньше, а здесь больше. Значит, силы, которые будут действовать на этот лемех, вот, и стараться его вывернуть вот так сюда,
здесь надо приложить эти силы намного больше, чем вот здесь. И значит, эта кромка будет изнашиваться медленнее, чем эта кромка, потому что лезвие получается толще. А здесь тело лезвия получается меньше. Вот именно потому лемехи и затачивают с лицевой стороны. Ну и кроме того, с этой стороны лемехи напаивают тугосплавками, сплавами, тугоплавками, твердыми, с армайтами, там еще куча сплавов. И тогда происходит то, что когда лемех стирается, этот слой металла самого тела лемеха получается мягче, чем слой наплавленный. Он потихонечку начинает стираться и обнажать вот этот тугоплавкий слой. И получается лемех самозатачивающийся. То есть постоянно этот тугоплавкий слой выпирает наружу. И получается лезвие вот такое. Вот. А при этой заточке, значит, уже паять смысла особого нет. Даже если вы здесь напаяете, то эта наплавка у вас будет чесаться по земле и будет изнашиваться опять же намного быстрее, чем в этом случае. Ну, вот в принципе по заточкам и все. Лемехи точатся с лицевой стороны. С тыльной нет. Ну, хотя можно, конечно, заточить и с тыльной, но срок службы его при этом гораздо уменьшится. Вот так вот. Вот. Ну и в процессе износа лемех будет изнашиваться таким способом. То есть он будет изнашиваться вот эта часть и вот эта часть. Вот так. Вот если правильно, то вот так. То есть он постепенно будет формировать себе затылок. Вот. И чем больше он будет изнашиваться, потом он будет вот такой вид принимать. Еще дальше он будет вот такой вот принимать вид. Вот. И земля, соответственно, опять же будет упираться вот сюда. И наш лемех из земли выпихать. То есть мы вернемся к тому, что было у китайцев изначально. Это тупой лемех. И его надо опять будет точить. То есть надо будет стачивать вот эту всю кромку и давать ему правильный вид. Ну, еще кроме того, конечно, есть вид заточки двухсторонний. Имеет он вот такой вид. То есть, чтобы уменьшить вот этот эффект закраивания, его подтачивают вот здесь сразу. А вторая заточка вот так. То есть это считается самая модная заточка. Вроде как и убрали затылок. Вроде как и заточили сюда наверх. И что-то среднее между этим и, скажем так, убрали эффект и этим. То есть средняя заточка между этим и этим. Есть такой еще способ. Ну, я, честно говоря, мало где встречал такой способ. Он, наверное, трудоемкий, потому в промышленных условиях это лишняя операция, лишние деньги. Как говорили у нас на заводе, отдай, а там дядька собі доробить. Вот. Так что в основном встречается вот такая вот заточка. И лучше на наших, конечно, плугах делать вот так. Хотя, кому как.